Мир, христиане, пандемия, истории надежды. Добрый день, друзья! С вами Мария Романова и Анна Широчинская. Мы из дома. Мы из дома, да. И в нашем цикле передач «Окно» мы говорим о том, как христиане разных стран отвечают на вызов пандемии коронавируса, о чем они думают, о чем молятся, на что надеются. И вот наша передача называется «Окно», и на прошлой неделе мы уже прорубили окно в Европу, то есть как учил Петр. Сегодня прорубили, да, уже окно в Европу есть, и мы решили теперь в другие части света прорубать окна. В этот раз сегодня мы прорубаем окно в Азию. Мы прорубаем окно в самую плотно населенную, одну из самых плотно населенных стран Азии – Филиппины. И с нами сегодня в студии, из дома тоже, из Манилы, Инна Рейес. Инна Рейес, она директор издательского дома ОМФ, христианской организации, издательского дома ОМФ по коммуникациям и издательским программам. Кроме того, она писатель. И кроме того, она член попечительских советов ряда организаций, в том числе и такой интересный, как ассоциация, как институт изучения религии и культуры Азии. Инна, мабухай? Mabuhay. 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 From Manila. Mabuhay. Mabuhay из Манилы. Инна, what is Mabuhay? Что такое Mabuhay? Mabuhay is a Filipino greeting which wishes the best for the person you are greeting, the best of health and long life, the best in life. Мабухай – это традиционное филиппинское приветствие, это пожелание всего наилучшего, пожелание в том числе здоровья и долголетия. Так что на время пандемии мы можем взять на вооружение это приветствие. Мабухай. Мы бы как сказали? Мы бы сказали, будь здоров, да? Да, будь здоров, живи долго. Будь здоров и долго живи. И не болей. Будь здоров и не болей. Будь здоров и не болей. Так что самое подходящее приветствие. И Инна, с Инной мы будем говорить сегодня о том, что происходит на Филиппинах, как христиане отвечают на эту ситуацию. И для меня было, хоть я давно, в общем, знаю о существовании этой страны, о том, что там происходит, но для меня тоже было совершенным откровением, что это страна, которая состоит из 7 тысяч островов. Вы представляете? Я думаю, нам это поможет немножко лучше понять то, что будет говорить Инна. 7 тысяч островов, и Манила, там такое же население, как в Москве в Маниле, 15 миллионов человек, и оказывается, Филиппины, население Филиппин в 2 с лишним раза больше, чем население Испании, о которой мы говорили на прошлой неделе. И в Маниле плотность населения совершенно огромная. Представляете, 42 тысячи человек на квадратный метр. Чтобы понять, у нас в Москве 5 тысяч человек на квадратный метр. Кошмар. Кажется, что уже плотнее, чем в Москве, невозможно. Да. Ну, я думаю, что это немножко важно, потому что то, о чем мы будем говорить, будет касаться, естественно, населения той страны. Давайте спросим, Инна, как ситуация? По-английски надо спросить. Да. Сегодня с отставанием немножко, но ничего, Бог благословит. Инна, so what is the situation in the Philippines with the crisis and... Yeah. Here in Metro Manila, we are already on week 6 of the lockdown. В Маниле мы уже 6-ю неделю сидим по домам. Yeah, and as of today, we have more than 8,000 cases of COVID-19. И на сегодняшний день в Маниле уже 8 тысяч зараженных, зараженных. Yeah, with
500 plus deaths. И где-то, наверное, умерших 500 человек с небольшим. Yeah, but this is not an accurate number. This is a lot bigger, I believe, because there still needs to be mass testing done. Но эта цифра не точная, видимо, цифры гораздо больше цифры зараженных, потому что массовое тестирование идет не очень хорошо. So they lack funds they lack money, they lack funds for the testings, for the mass testings. Yes, our health system is not prepared for this pandemic, and so we need other testing centers to be approved in local government units. Потому что система здравоохранения Филиппин не готова была, конечно, к такому удару, и сейчас государство должно как бы авторизовать еще дополнительные центры тестирования, потому что центров тестирования, которые существуют на сегодняшний день, их просто не хватает. Инна, как... Да, Маша. Как церкви, я предлагаю узнать, как церкви, как вот их христианское издательство вообще действуют в этой ситуации? Работают, не работают, как-то помогают людям, которым нужна помощь? Что происходит? And what happens like in the Christian world in the Philippines? So they, what do the churches do? What does your publishing house do? So how do you act in this situation? Of course, the Christian churches have started worshiping online because mass gatherings are not allowed. И, конечно же, христианские церкви начали собираться по интернету, потому что массовые собрания запрещены. But the good thing is because many Filipinos are in social media, and so the reach of the church expanded. So they can now minister to more people. Но это даже хорошо, потому что огромное количество филиппинцев, они члены социальных сетей, и они в онлайне, и поэтому как бы воздействие церкви, охват верующих церковью, охват филиппинцев церкви, он даже увеличился. And first, there are big churches that offered their spaces for frontliners to live in, so that they wouldn't have to travel far to the hospitals. И некоторые церкви отдают свои помещения для медицинских работников, которые, чтобы им не ездить домой и на работу, они живут вот в помещениях, в церковных помещениях, чтобы ближе было добираться до госпиталя. Because it's a problem, like in the Philippines, in Manila, it's a problem to travel around. Is it a big traffic problem? Потому что в Маниле большие проблемы с дорожным движением, трафик очень тяжелый. Yes, but at the start of the lockdown, transportation has been stopped. So transportation is not allowed because of the lockdown. Кроме того, в Маниле очень строгие запреты. Сейчас, если у нас транспорт работает публичный, то в Маниле транспорт не работает, поэтому это, конечно, прекрасный жест со стороны церквей. Yeah, so the good thing is the government has already provided transportation for medical workers and other frontliners. Но, по крайней мере, сейчас правительство, оно обеспечивает уже специальным транспортом медицинских работников и тех, кто на передовой. Yeah, but still it is better if the frontliners have a place to that is closer to where they are serving. Но все равно это гораздо лучше, чтобы те, кто на передовой, были поближе, могли ночевать и жить поближе к передовой. Yeah. Now for OMF literature, what we did is we started sharing. We did a campaign that we called #Rejoice in Hope. И их издательство сейчас сразу начало новую кампанию с хэштегом «Радуйся в надежде». Смотрите, как удивительно, со всех стран. Перекликается с Испанией очень.
So our authors, we asked our authors to write messages of hope and inspirational stories that can encourage our online followers. И мы попросили, чтобы наши авторы и журналисты, христианские журналисты писали материалы именно с этим хэштегом «Радуйся в надежде». И это пишется. Сколько историй уже написано? How many stories do you have by now? Do you know? We have more than 10 stores all over the Philippines. How many stories with this hashtag? How many stories? I'm sorry. Stories. Okay. Oh, okay. Yeah, stories. How many? Wow! I cannot count anymore. Maybe more than 30 since the start of the lockdown. Maybe up to 50 already. Yeah. И с начала пандемии, с начала закрытия всего и всего, уже написано, то есть Инна даже сосчитать не может, 30-50 историй. Помните, как и в Испании, тоже они со своим прекрасным хэштегом, уже тоже 30 у них выпусков есть. А что это за выпуски? Они где-то в интернете размещаются или это что такое? So how do they do this with the hashtag? Do they put stories in the internet, on Facebook, or? What we do is we compile the stories, and it is OMF Literature that posts these articles on our Facebook page, and so when we post the article, we always put the hashtag Rejoice in Hope. Yeah. Мы, как издательство, мы собираем все эти истории, а потом с хэштегом «Радуйся в надежде» мы публикуем их на своей странице в Фейсбуке. Анна, но я знаю, что готовится совершенно потрясающая книга с вопросами к Богу от филиппинских христиан, я не знаю, от жителей Филиппин. Вот про это хорошо бы узнать поподробнее. Да. Ina, and we heard that you have a really interesting project, that you are preparing a booklet with the questions that people are asking God. So they are Christians and non-Christians who are asking those questions. Это христиане и не христиане задают вопросы. Yes. The title of the book is What About COVID-19? Why? What now? What next? Да, мы сейчас готовим книгу, которая называется COVID-19. Почему, что теперь, что дальше? It's a great name, great title. Yeah. It is actually a part of a series. We have started doing the series 2 or 3 years ago, where whenever there was an issue, we would put out a booklet. Like the first one we came out with was What About Same-Sex Marriage? И это, кстати, этот буклет, это часть программы, которую издательство начало еще 2-3 года назад. Как только возникает в обществе, в филиппинском обществе какой-то острый вопрос, они издают подобный буклет с ответами на вопросы. Первый буклет они издали 3 года назад о браках, как они называются, браки, когда об однополых браках, да. То есть начали тогда с этого. So in this booklet, we asked 9 of our authors to answer 2 or 3 questions that we included in the booklet. Questions like, why did God allow COVID-19? Where is God in all of this? Okay. Just a moment, we'll talk about it in a moment. И вот в этом новом проекте, который сейчас уже практически завершен, это я рассказываю тайну, издательство просило 9 пасторов, авторов, писателей ответить на 2-3 вопроса. Теперь о самых вопросах, наверное. So what is the... Маш, давайте. Просто Инна уже сказала, что почему. Она задала вот этот вопрос, почему. Ну, как бы, почему Бог допустил эту ситуацию. Но знаете, я вспомнила,
Кто-то, я не помню только кто, философ или богослов, говорил, что никогда нельзя Бога спрашивать, почему он что-то допустил, а надо спрашивать, для чего он допустил. Это Иов говорил. Ну да, вот видите, но я уже, видно, в адаптации где-то, поэтому мне запомнилось. Это говорили те, кто его комментировали. Да. Ну так вот, как Инна относится к этому моменту? Вот почему или для чего все-таки? Какой вопрос надо задавать? Inna, and you said that one of the questions, like one of the first questions was why God allowed this. But many people are saying, and Job, that probably we shouldn't be asking God why. We should be asking God. Что мы должны спрашивать Бога, Мария? For what purpose? Для какой цели? What is the purpose? For what purpose He allowed this? So, what do you think? What question is? Actually, this question was answered by our author, who is a theologian and a pastor. And his answer is, we cannot really know the mind of God, why he allowed this. Yeah. But the important thing is we know that God is in our midst, here with us, in the middle of this suffering. And one proof of that is... Okay. На этот вопрос, кстати говоря, ответил один из богословов, и он написал, что мы не можем понять замыслов Бога до конца, мы не можем читать мысли Бога. Но, тем не менее, мы всегда можем быть уверены, что Бог, Он всегда вместе с нами, что Он с нами в страдании, и Он всегда с нами рядом. Yeah, but we included the question in the booklet because that's a question that people are asking. Но этот вопрос мы тоже включили в буклет, потому что его люди задают постоянно, его нельзя опустить. So the pastor also said that Jesus showed to us that he doesn't agree that suffering is because of a person's sin. Remember the story of the blind man, and the apostles asked him? Yeah. И этот богослов, он также написал, что не нужно думать, что беды, которые на нас обрушиваются, это всегда наказание за наши грехи, или что это наказание за наши грехи, потому что мы помним эту историю со слепорожденным, которого исцелил Иисус, и последующие вопросы учеников его. Yeah, and so he said that Jesus himself understands our questions. Поэтому этот богослов говорит, что сам Иисус, он прекрасно понимает все эти наши вопросы. Yes, because when he was hanging there on the cross, he himself asked God, why have you forsaken me? Потому что когда он сам уже был на кресте, он задал Богу вопрос: Боже, почему ты оставил меня? Yeah, and so we'd like to tell our readers that Jesus understands our suffering, and he is here to help us in our suffering. И поэтому мы хотим донести до наших читателей, что Иисус с нами в нашем страдании, и Он готов и может помочь нам в нашем страдании. Ну, интересно, какие еще вопросы? Может быть, Инна сразу несколько нам как бы прочитает, а какой-то интересный, скажет, а мы интересный выберем какой-то и поразмышляем. Инна, and what other questions did the people ask? What were the most interesting, maybe, questions? Questions like, how will I protect the mental health of my family? How will I protect my mental health and the mental health of my family? Один вопрос был, как мне защитить как бы психическое, как мне сохранить свое психическое здоровье и психическое здоровье моей семьи. Ну вот, кстати, очень интересный вопрос, потому что действительно, ты заперт в своем доме, ты отрезан часто от близких людей, ты не можешь пойти. Вот, может быть, какие-то советы действительно интересные есть, Инна нам расскажет.
It's true. It's a really interesting question because we are locked in the apartments and the houses. And did the person who answered give any advice? Yeah. The person who answered this is a licensed counselor, and so she has very practical tips to share. She actually gave 4 tips using the acronym SELF. 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 Yeah. So for first she dealt with our physical health. S for sleep. E for exercise. L is lessen screen time and lessen checking of COVID-19 news. And F, food. F is food, healthy food. So that's self. Yeah. Now for the... И на этот вопрос ответила женщина, психолог и профессиональный консультант. И она дала такие 4 полезных совета, что, чтобы сохранить здоровье, нужно обязательно хорошо спать, то есть спать по часам, нужно заниматься физкультурой, я так поняла, физкультурой, и нужно меньше есть, и нужно меньше смотреть новости про коронавирус, который нас атакует со всех сторон. Ina? Yes, and for mental health, she used the same acronym. So S is to stay positive. Okay, so she said start the day thinking of 2 or 3 things that you can be thankful for. И чтобы сохранить свое именно здоровье психическое, то есть вот эти 4 совета, это касались здоровья нашего физического. А чтобы сохранить здоровье психическое, первое, это нужно настраивать себя каждое утро на позитивную волну. И она посоветовала, когда вы утром просыпаетесь, вы первым делом подумайте о 2-3 каких-то вещах, за которые вы можете Бога поблагодарить. Okay. And then for E, she said engage with people. So with the people at home, your family members, or your online friends through Zoom, like what we're doing now, or email, or Мы сейчас с вами, кстати говоря, оказалась очень интересная вещь, что мы сейчас с вами, со всеми слушателями и зрителями, выполняем 2-ю заповедь этого психолога и консультанта, потому что 2-е, для сохранения психического здоровья, необходимо больше общаться с людьми. Общаться с домашними, если у вас дома есть домашние, общаться с друзьями онлайн, побольше проводить время с другими людьми. And then for L, she said, limit your worry time, the time that you're worried, limit it. So she said, spend only 15 to 20 minutes a day to worry. Not more than that. Третий совет просто замечательный. Нам советуют сократить время, которое мы тратим на волнение обо всем происходящем. Этот специалист советует нам выбрать 15-20 минут в день, когда мы сидим и волнуемся. По расписанию. Да, волноваться по расписанию. Это просто внимание на все. Да, поволновались 20 минут. И все. And she said, talk about what the things that worry you. Talk about it with someone you trust. Но очень интересно здесь, смотрите-ка, то есть эти 15-20 минут, когда мы волнуемся, обязательно о своих беспокойствах нужно с кем-то поговорить, нужно их высказать тому человеку, которому вы доверяете, с которым вы близки. And then for F, letter F, she said, focus on positive thoughts.
И последнее, нужно сосредотачиваться все-таки именно на позитивных мыслях, на том хорошем, что у нас есть. Yeah, and this is where our Bible reading and reading of good books comes in, right? Because we have to fill our minds with things that are good and helpful. И для того, чтобы наполнять наш разум чем-то позитивным, чем-то хорошим, как раз в это время, наверное, нужно больше читать Библию, потому что Библия, она именно о хорошем, кто бы что ни думал. Инна, а у вас есть самые ваши любимые страницы Библии, которые вас сейчас больше всего утешают? Я не знаю, может быть, какая-то книга или какой-то псалом? Yeah, and what book of the Bible or what part of the Bible gives you the most consolation now in this period? Me? Yeah. For me? Yeah. Yeah. Yes, for you. Yeah. For me, it's the Psalms. Меня Especially сейчас очень... Especially the lament Psalms. The lament Psalms. Меня сейчас очень как раз утешают псалмы, именно псалмы плача. Yes, because the lament Psalms help me express my grief and my doubts and my anger, all these mixed feelings. You can find them in the lament Psalms. Потому что псалмы с жалобами, они как раз и помогают мне очень точно, очень хорошо выразить все мои чувства, и мой гнев, и мою печаль, и мое беспокойство, мое волнение. Ну вот, наверное... Like Psalm 42, Psalm 42, the whole of Psalm 42, you know. И, например, 41-й псалом. When the psalmist asks, "Why are you downcast, O my soul?" Например, когда говорит псалмопевец, почему ты покинул душу мою? Так, мне прям придется за Библией бежать, если мы сейчас ее будем читать. Ну ничего, можно такой свободный перевод. Сейчас, у нас все тут есть, у нас все есть в интернете. Это очень хорошо. Yes? Yeah. 41? Again? Yeah. Мы сейчас дружно все прочтем. Yeah. И как раз, да, 41-й псалом говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Давайте вернемся к этим вопросам. Может быть, вот какой вопрос для Инны кажется самым интересным, какой больше всего ее лично затрагивает? Может быть, несколько. Inna, and what question was the most interesting to you personally? So, what question did you connect? Из этой книги. There's this question that asks, why do people suffer more than others? Вопрос о том, почему одни люди страдают больше других. And and the question continues in the Philippines there are rich and poor people, but the rich are able to get tested in the hospitals, but the poor people do not have the same chance as this. Потому что на Филиппинах очень большое расслоение между бедными и богатыми, очень большое количество бедных людей, и богатые люди, они могут попасть в больницу, они могут пройти тестирование, что не могут себе позволить бедные люди. Почему это происходит? Yeah. And the contributor said that what is happening here is not the end. Our God is a God of justice. Но тот человек, который отвечал на вопрос, написал, что то, что сейчас происходит, еще не конец, потому что наш Бог — это Бог справедливости.
And she said, even if we cannot complain to the authorities, we can complain to God and tell Him about all these sufferings that we are seeing around. И мы And не He will можем, take care of it. и мы не можем жаловаться властям иногда, но мы всегда можем жаловаться Богу, потому что Бог, Он видит, что происходит, и Он всегда может помочь. А какой, интересно, был самый неожиданный вопрос? Читайте мысли, Аня. Ну, видите, как мы, выполняя какой там третий совет, мы по Zoom не только общаемся, но и читаем мысли. Да. Ina, and what was the most unexpected questions? Was there any question that you didn't expect that people would ask? Wait, the most unexpected question? Ага. Ина проверяет бумаги, смотрите. Мы первые читатели, мы первые слушатели этой книги. Еще никто ее не слышал. This question is interesting. It said, I feel so helpless. How do I pray in the middle of all this? Do prayers still have an effect? I don't think prayer still works. Вопрос. Человек сказал, говорит, я чувствую себя настолько сейчас беззащитным и настолько бессильным, что я не знаю, вообще можно ли молиться и стоит ли молиться, потому что в такие времена молитва-то, она до Бога доходит, она помогает или как? And so, what is the answer? И какой ответ? Yes, the pastor who answered this, he wrote a book on the Lament Psalms. The title of this book is "It's Okay to Be Not Okay," and his answer is, especially in this time of crisis, prayer is very. На этот вопрос ответил пастор, который до этого написал книгу о псалмах плача, о псалмах жалоб. И его книга, она как раз называлась «Это нормально, если со мной не все в порядке». And he said that prayer is actually telling God how we feel. И он сказал, что молитва, и он говорит, что молитва на самом деле это разговор с Богом, когда мы рассказываем Богу о том, что мы чувствуем. Yeah, and so in answering, he explained the beauty of the Lament Psalm. И отвечая на этот вопрос, он также объясняет как ту красоту, которая заключена вот в этих вот псалмах плача. And that's what he said, that we can always come to God and tell Him, even these people that are being unjust in helping other people, we can tell everything to Him. That's what he said. И он говорит, что мы всегда можем говорить Богу, приходить к Богу и говорить Ему что угодно, да, можем даже жаловаться на других людей, на их несправедливость, на то, что они несправедливы по отношению к нам. Let me quote So it means that there are no forbidden topics when you're talking to God. Мы можем даже рассердиться на Бога, да? То есть получается, да, что нету закрытых тем. Когда мы говорим с Богом, закрытых тем нету. Ina? Let me quote what he wrote here. He said, prayer is an acknowledgement that although we are limited, we have someone much, much bigger who is able to do the impossible. И этот автор пишет, что молитва — это признание того факта, что несмотря на то, что мы ограничены во всем, мы люди, мы существа ограниченные, но у нас всегда есть Бог, который гораздо больше нас и который всегда может прийти, ответить на любую молитву. И суть молитвы именно в признании величия Бога и Его главенства над миром и над нами. Ина, скажите, а вот вы сами в этот момент, молясь, размышляя над псалмами, может быть, что-то для себя открыли, что-то переосмыслили в жизни?
And so you've been staying at home like about 6 weeks, and what are your personal reflections now? So what are you praying about? What is the personal touch? My personal reflection is first of all, this pandemic exposed the inequality in society between the rich and the poor, because it is the poor that are really suffering at this time. Во-первых, для меня, что я поняла во время пандемии, еще раз я поняла, насколько несправедливо устройство и насколько огромен разрыв между бедными и богатыми. Насколько велика несправедливость. And as Christians, we know that God is on the side of the poor. Но мы, христиане, мы знаем, что Бог всегда на стороне бедных. Yeah, so I find it a challenge for me as a Christian and the church to work towards achieving equality among people here in the Philippines. И поэтому я чувствую, что это такой вызов сейчас происходит для меня лично и для христиан, и для церкви, что мы должны больше бороться за справедливость в Филиппинах, на Филиппинах. Yeah, like part of the prayer in the Lord's Prayer, we prayed, "Your kingdom come," right? We pray that. I believe that. Okay. Потому что часть молитвы Господней «Да придет Царствие Твое». Это очень важная часть. Yeah, so as a Christian, part of my work in expanding the kingdom is to help eradicate poverty in the Philippines. Maybe I cannot eradicate it, but to lessen it, you know. И поэтому часть моей работы как христианки это помогать продвижению Царствия Божьего на землю. И в том числе бороться с бедностью. So that's part of what I've been thinking of lately. And also the confidence that, you know, after this pandemic, whatever happens, our God still rules. I remember this hymn. Do you know the hymn, "This is my Father's world"? И кроме того, второе, о чем я думаю, у меня есть полная надежда, полная уверенность в том, что даже в мире после пандемии все равно Бог будет занимать главное место. И есть такой церковный гимн, это «Мир моего Отца». You know, there's a line in that hymn that says, "This is my Father's world. Although the wrong seems so strong, God is the ruler yet." И в этом гимне есть как раз слова «Это мир моего Отца», и несмотря на то, что мир кажется нам таким несправедливым, Бог все равно правит этим миром. Но раз мы уже заговорили, каким будет мир после пандемии, уже, Инна, каким вы его видите? Ну, это сейчас вы сказали главное, но, может быть, в деталях, и понятно, что он уже не будет таким, как был. Что изменится, на ваш взгляд? And so we started talking about the world after the pandemic. So what is your personal opinion? What will be, what will the world after the pandemics look like for Christians and for other people? I don't think things will be better. Я не думаю, что мир станет лучше. I think life will be tougher, more difficult. Я думаю, что жизнь станет труднее. But that is giving us Christians the opportunity to be channels of hope. Но эта ситуация даст нам, христианам, больше возможности быть источником надежды для других. Yeah, especially for writers like me and like you, for us publishers,
we have still great work to do because Особенно это важно для нас, писателей, потому что перед нами лежит огромное поле, непочатое поле работы. Yeah, because you know, life may change, but the message, the good news that we share, that we proclaim, does not change. It remains the same. Потому что жизнь может измениться, но именно благая весть, о которой мы говорим, о которой мы пишем, она остается неизменной. Mm-hmm. And of course, it's also in the Bible, right? In the Bible, we know that wars will come, famine, and all these troubles will come. But Jesus said, "Do not fear, for I have overcome the world." Но и из Библии мы знаем, что будут войны, что будет глад, будут моры. Но Иисус говорит нам: не бойтесь, потому что ибо я победил мир. And so, as followers of Jesus, we have the opportunity to proclaim the good news to a hurting world, because this is a hurting world. The world is broken. И у нас, у христиан, есть возможность рассказывать миру, который разорван, разрушен, миру, у которого все болит. Мы имеем возможность нести эту весть надежды миру. And so we need to share with people what Jesus did, like he gave up his life. И поэтому мы можем говорить людям о жертве Иисуса, который отдал свою жизнь. Mm-hmm. Yeah. So I don't think life will be easier, but the Lord is with us to help us bear all this burden. Поэтому я не думаю, что жизнь будет легче, но Господь так и останется с нами, Он поможет нам нести наше бремя. Инна, что Инна интересно думает о той части Откровения, которая говорит: «Се творю все новое». But in the relation, it said, "Behold, I'm making everything new." Yes, that's another message for me. Mm-hmm. That's in Isaiah chapter 43, verse 19. And in Revelation 21, verse 5. И, кстати говоря, это как раз один из стихов, который пришел мне тоже на душу. Я думаю, что это тоже было таким откровением для меня, потому что этот стих появляется сначала в книге пророка Исаии 43:19, и потом в Откровении. Yes, Jesus is making all things new. You know, He is healing the world. He is changing people. You know, we know that He is doing something beautiful. Maybe for us, we are not seeing it now, but we know that God is a God of love, and God is good, and He is doing everything that will glorify Him and that will bring new life to the world and to people, you know. И мы знаем, что Иисус, Он исцеляет мир, и сейчас Он продолжает исцелять мир. И Он изменяет мир, и мир на самом деле меняется. И Он и сейчас своей любовью и своим благом Бог творит то новое, что мы увидим и в этом мире. And actually right now, like, we can see new things that are happening, like families are getting closer to one another because they are. И мы видим также и новое, то, что происходит сейчас, потому что сейчас мы видим много воссоединений семей. Семьи сейчас находятся дома, они становятся ближе, они лучше узнают друг друга. Это тоже новое, что происходит. Mm-hmm. And like here in the Philippines, I saw how especially the private corporations have stepped up and really helped a lot. И кроме того, что мы видели на Филиппинах, сейчас частные компании
как бы вступили в эту струю помощи и очень помогают людям. Yeah, yeah. Here there is a Christian entertainer. He is a good singer. His name is Gary Valenciano. He is a Christian, and what he did, he had an online concert, you know, and he raised funds. He raised funds for a Christian organization called Operation Blessing that helps poor people. И, например, известный филиппинский артист Гарри Валенчиано, который христианин также, он выступил с концертами, и эти концерты, с помощью этих концертов он собрал деньги для организации «Операция благословения». Эта организация помогает именно самым бедным людям на Филиппинах. Yeah. And there's another beautiful story in this pandemic. There is this Christian composer. He composed the song "Lead Me, Lord" a long time ago, and the doctors in the different hospitals made it their like anthem, like their song, their theme song. Beautiful. And it became more meaningful because the composer himself got COVID-19. He got sick himself. И один как раз христианский музыкант, композитор, он написал несколько лет назад песню, которая называется «Веди меня, Господь». И во время период пандемии эта песня, она стала гимном для всех медицинских работников, которые поют в госпиталях, которые поют больным, и больные ее тоже поют. И он, кстати, сейчас сам тоже заразился ковидом. So when it was time for him to get out of the hospital, the doctors requested him to direct while the health workers were singing the song. И вот когда он выздоровел, наступило время выписать его из больницы, то все врачи попросили его продирижировать хором. Они все собрались в хор, спели эту песню, а он дирижировал этим хором. It's beautiful. So you see in these little things, you see how God is working to make himself known. И поэтому мы видим, да, что даже в этом малом, в этих даже малых вещах, как Бог промышляет, как Он творит что-то большое через какие-то вот малые вещи, люди узнают Его через малое сегодня. Yeah. Yeah. Ну, замечательно, у нас остается буквально минутка, и, может быть, просто одно-два предложения, какое-то пожелание нашим слушателям от Инны. Ina, we have like 1 or 2 minutes, and so what do you want to wish to the Russian, our listeners, Зрителям, Russian, слушателям, да. our listeners and our viewers and the Russian Christians and non-Christians? Yeah, everyone. What I'd like to say is that we have a glorious hope in Jesus. Я хочу сказать, что у нас в Иисусе есть славная надежда, и в это время. Yes, Jesus Himself came here on earth to suffer with us, and so we are sure сейчас Христос снова с нами на земле, и Он страдает вместе с нами. And so we are sure that in the midst of this suffering, He is here with us. И поэтому мы должны быть уверены, мы уверены, что посреди всего этого страдания Он сейчас с нами, и Он нам помогает. Инна, огромное спасибо за беседу. Мы уже должны завершать. И у нас в гостях была Инна Рейес, писатель из Манилы, директор христианского издательства ОМФ. Инна, thank you for being with us and thank you for sharing. Thank you, it's my pleasure. Thank you. Инна тоже говорит нам спасибо, говорит, ей очень понравилось. Это было для нее большим удовольствием. Спасибо. А мы встречаемся в следующую пятницу с зрителями. Пока не знаем, пока секрет с кем, но встречаемся непременно. Да, мы встречаемся в следующую пятницу и снова будем открывать новые страны, открывать окна. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.